Один из величайших ученых XIX века оставил после себя пугающее завещание. Он потребовал вырезать собственные глаза сразу же после смерти. Зачем гениальный физик пошел на такой жуткий шаг? Черный сигнал. Знакомьтесь, Джон Дальтон. Мы знаем его как отца современной химии, но в 1790 году он увлекся ботаникой и столкнулся с необъяснимым аномалией. Он читал описания пурпурных, розовых и темно-красных цветов, но в реальности они казались ему синими. Когда Дальтон спрашивал у коллег, голубой перед ним цветок или розовый, все смеялись, думали, это шутка. Единственный человек в мире, кто понимал его, это был его родной брат. И это стало первой подсказкой. Проблема имела наследственный характер. Как физик, Дальтон искал рациональное объяснение. Он выдвинул гипотезу. Стекловидное тело, прозрачная масса внутри его глазного яблока, на самом деле работал как синий светофильтр. Он поглощал красные лучи, не давая им достичь сетчатки. И чтобы доказать это, он отдал тот самый жуткий приказ своему помощнику. В 1844 году ученый умер. Его помощник извлек глаза и сделал надрез. Вытекшая жидкость оказалась абсолютно прозрачной. Гипотеза Дальтона рухнула. Оказалось, дело было не в оптике, а в самом восприятии. Глаза поместили в банку со спиртом и оставили их на полке в архиве. Они прождали своего часа 150 лет. В 1995 году молекулярные биологи взяли микроскопический образец сетчатки из того самого заспиртованного глаза и выделили ДНК. Наука наконец-то дала ответ. В наших глазах есть фоторецепторы, колпачки. И у Дальтона отсутствовал ген, кодирующий пигмент, который улавливал средние световые волны. Технически у него была дейтерапия. Он не различал зеленый цвет, из-за чего красные и зеленые сливались в непонятную грязь. Ученые не смогли разгадать эту загадку при жизни. Но благодаря его жертве мы получили термин дальтонизм. Кстати, физики вообще любили издеваться над своим зрением. Исаак Ньютон, например, засовывал себе в глаз длинный костяной зонд и давил на сетчатку, чтобы вызвать цветные вспышки. Но об этом безумном эксперименте в следующем видео.